Всем привет, друзья! С вами сегодня в эфире Тури. У нас в гостях Дупле, или Дуплекс, как называю его я. Это французский тяжелый крейсер 6 уровня. Получить вы его сможете в качестве награды за свои супер наградные жетоны. Вот здесь вот он продается, 1200 жетонов, и он у вас в кармане. Вот. Покупать его или нет, ну, честно говоря, корабль не имеет каких-то выдающихся черт, но, однако, возможно, на 6 уровне, если у вас случайно нету похожей годной пенсаколы или, может быть, чего-то такого, он вам и зайдет. Что в наличии? Пушки, торпеды, маскировка, маневренность, форсаж, гидроакустика, заградка, самолетик, даже перезарядка главного калибра. Все в наличии имеется. Ставь, не хочу никаких проблем. В общем-то, все было бы хорошо и, наверное, даже весело, если бы это была не шестерка. То есть, если бы это был какой-то корабль, может быть, 8 уровня, ну или на худой конец 7, оно было бы интересно, потому что, в принципе, ничего такого плохого в этом корабле я не обнаружил. Это 203 миллиметра снаряды, которые, в общем, на 8 уровне тоже чувствуют себя неплохо. Торпеды 9-километровые, есть гидроакустика, есть форсаж, есть быстрая перезарядка. То есть все плюсы французского тяжелого крейсера на месте. Однако наличие того, что это, черт возьми, 6 уровень, это является основной проблемой. Сейчас довольно поздно, поэтому, как вы понимаете, забросил меня в такой уже несколько урезанный бой. Но, если честно, бой с восьмерками проходил бы весьма по предсказуемому сценарию, который назывался бы «Бах и в порт». Вот, как и, в общем, любой крейсер до 8 уровня включительно зачастую. Здесь все-таки есть шанс у нас немножко пострелять, однако, конечно, напрягает 2 камикадзе. Напротив меня, кстати, тоже тяжелый крейсер, Болярис. Будет интересно посмотреть, на что он способен. 2 камикадзе. Угу. Что ж, удача и киль, это нам все здесь пригодится, потому что 2 камикадзе без какой-либо возможности их засветить, такое себе. Дальность стрельбы 12,4, прошу прощения, дальность засвет 12,4, дальность стрельбы 15,1, по-моему, километр у нас. Что, в общем, 15,0, что, в общем, неплохо, потому что, согласитесь, немногие корабли на этом уровне, я имею в виду тяжелый крейсер, имеют возможность стрелять на такое расстояние. И это, конечно, хорошо. Почему хорошо? Потому что у вас есть шанс, что косые линкоры 5, 6, ну и, может быть, 7 уровня в вас не попадут. А если попадут, то не ваншотнут. Такая вот легкая надежда на это. Ну, так это нет, мы сейчас с вами посмотрим. Так. 2 камикадзе у нас на месте. Гепард по мне уже пуляет. О, тю-тю-тю-тю-тю. Сеньор Помидор. 2 камикадзе наверху. Может, это бот? Не знаю, просто странно видеть эсминец, который стреляет по крейсеру всегда. Хотя, конечно, в жизни все бывает. Юзаем мы быструю перезаряду и даем залп в ту сторону. Болярис тоже по мне стреляет. Ну что ж, все. Передумал гепард, да? Палить. Не, вот это, вот, кстати, будет достаточно косой выстрел. Не хочу попасться под залп от Боляриса, который может мне пол лица повыдергивать. Чуть-чуть отход и... Все, передумал гепард стрелять. Ну что ж. Если соберетесь, обращайтесь. Далеко Болярису до меня. ГАП, в принципе, я не включаю, потому что там что-то около 7-километровых торпед. С той стороны не достаю я, опять же. Ну и, скорее всего, будем сейчас пытаться развернуться и со всеми вытекающими, как говорится, а что нет-то. Гепард очень настойчивый парень. Ну, думаю, что настойчивость, знаете, безумству храбрых поем мы песнь. Это вот прям как раз тот случай. Давайте попробуем сейчас
с безумством храброго гепарда разобраться, что ему было не очень страшно здесь одному, я к нему сейчас тоже приеду. Ну, вдруг боязливо. Стрелялся, но не засветился. Вижу Макарова. Так, вижу я гепарда. Гепард, ну что, пойдет он вперед? Я так думаю, что должен. Сейчас у меня будет скоро уже быстрое КД. Один камикадзе уже, кстати, уехал в порт. Что, в общем-то, не дурно. У меня пока что ГАП в порядке. Здесь, кстати, обратите внимание, сброс с борта. Ну, с этого самого бидона с доставкой. Поэтому можно гонять этих подлодководов даже с дальнего расстояния. Все, уже гепард, к сожалению, не в той позиции, в которой бы ему хотелось. И сейчас мы за него будем, как говорится, приниматься немного. Ожидает ли гепард такой встречи или нет, не знаю. Но думаю, что он будет ей не шибко рад. Юзаем быстрый перезаряд. У гепарда, походу, кончился форсаж. Не удается ему быстро тронуться с места. ББшки. Может быть больно, но у меня все-таки так или иначе тяжелый крейсер. И не получится сделать это уж прям так запросто. Сомневаюсь, что он успел сбросить торпедой, поэтому, наверное, я их не буду пока гапом светить, что там у нашего коллеги Дерфлингера. Я тут все равно свечусь, поэтому не вижу проблем пострелять. Собственно, этим мы будем заниматься. Однако Дерфлингер минусует нашего крейсера здесь. И, соответственно, надо сейчас как-то занять такую позицию, которая будет удобна по стрельбе с одной стороны, а с другой стороны достаточно безопасно. Умудряюсь я точку захватить или нет? Не знаю, там, кстати, что по Конго. Конго вроде как бы должен стрелять сейчас по Дерфлингеру. Но очень, конечно, интересно, где Макаров. Не сказать, что я прям сильно бы его боялся, но корабль достаточно неприятный. Даем еще один пожар по Дерфлингеру. Я, пожалуй, быструю перезарядку все-таки на Макарыча приберегу. Давайте запустим сейчас авиацию. Нашу, возможно, удастся мне, да, что-то здесь засветить удается. И еще немного. Так, Макаров тем временем не светится, из чего я заключаю, что он может находиться где-то не совсем там, где мне бы хотелось. Горит Дерфлингер, но, к сожалению, ничего мы здесь уже сделать в этом плане не можем. Не знаю, где находится Макаров, поэтому... Ага. Поэтому мы сейчас с вами, наверное, все-таки пойдем наверх. Попробуем, может быть, захватить верхнюю точку. И при этом, может быть, Дерфлингеру нагадить еще. Бах. Не удается Дерфлингеру дать хороший урон по нашему Конго. А вот по мне-то он, кстати, может очень даже нормально так жахнуть. Ладно, истребитель наш отлетался. Очень вот неприятный здесь момент в проходе. Не знаю, какой план у Дерфлингера, но если он по мне жахнет, мне будет, я думаю, очень неприятно. С такого близкого расстояния тут аж такой линейный крейсер, как Дерфлингер, в общем, без проблем меня разберет. Так, ладно, Конго сейчас на центре. Мы с вами попытаемся захватить верхнюю точку. Думаю, что от этого будет больше проку. Ну и пока больше ничего мы здесь не видим. А вот и Макаров. Ну что ж, Конго, получится ли у тебя разобраться с Макаровым или нет? Я тем временем не очень понимаю, что творит, конечно, этот Конго. Почему он... Там, правда, очень долго поворачиваются башни, поэтому... Арипалс, кстати, еще достаточно неплохо себя чувствует. Ну ладно, наша задача забрать точку и чуть-чуть Дерфлингеру нагадить. Надо все-таки добрать этот линкор. Пока наши линкоры живут, можно попытаться чуть-чуть
тоже побезобразничать. Получится, не получится, не знаю. 53 секунды, к сожалению, не перебрасываю я сюда. Может быть, подальше получится. Но достаточно, скажем, неплохо стреляет Конго. Дорфлингера, по-моему, еще торпед нет на этом уровне. И мы сейчас попробуем сзади обойти все это дело. И Макарова тоже там принять, может быть, получится у меня. А может и не получится. Сейчас посмотрим. Назад идет Дорфлингер. 27 секунд у меня до захвата. Конго жив, Репалс жив. У противника только вот подлодка. Неприятный момент. Очень мне хочется помочь, но я знаю, что точки достаточно многое решают в мире медленных кораблей. Ну и Конго с Репалсом, они сейчас объединились. Та-та-та-та, подожди, не убегай с точки. Перезахватить точку очень сложно на этих уровнях, и бывает просто они дотикивают и как бы все моменты и решают. Так, давайте попробуем забрать здесь Дорфлингера. Как там наши ребята? Вроде пока живут. Репалс, правда, не очень хорошо себя чувствует. У противника осталась Ундина. И еще Фусо. Фусо, кстати, целый. Болярис тоже достаточно целый. Не успеваю я ничего сделать с Дорфлингером. Несмотря на форсаж. И, к сожалению, наши тоже себя чувствуют здесь уже не лучшим образом. Но, возможно, все-таки решение с точкой будет правильным. А может быть и нет. Мы с вами посмотрим. К сожалению, предугадать здесь будет достаточно затруднительно. Конго еще живой, а вот Репалс прям чувствует себя не очень хорошо. 400 хп остается у Дорфлингера. Есть контакт. Заряжаем бронебойные снаряды. Возможно, мне сейчас удастся быстренько разобрать Макарова и не дать ему как-то выехать на Репалса и забрать его. Дадим Репалсу немножко времени пожить. Может быть, а может быть и нет. То есть, ну, такой, знаете, на белом коне. Тадан, 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 тадан. Кавалерия, не? Не, нормально все. Ну и хорошо. Ну, это нас и устраивает. Пока что дадим возможность нашим ребятам здесь проехать. Я их все-таки пока более-менее прикрываю. Обнаруживается Фусо в дальней части. У нас, напомню, на точку больше. Да-да-да. И это, конечно, хорошо. Не знаю, какой там план у Макарова. Но надеюсь, что ничего ему особо тут сделать не удастся. Хитрого. На всякий случай попробую сейчас пробросить сюда торпеды. Репалс, не шел бы ты вперед. Ничего я не успеваю написать. И Репалс выходит на Макарова. Таран-таран. Или не выходит? Таран-таран. Нет, таран-таран не надо. Не надо таран-таран. Болярис здесь обнаруживается. 13 километров. Не очень комфортная дистанция стрельбы для меня. Я вряд ли пробью его отсюда. Да, мне не удастся это сделать. Но вот Макарова, кстати, не видать пока что. Тем не менее, поскольку Болярис умудряется, как и я, тоже сказочно упороться, возможно, что не все так уж и плохо в этом плане. Так. Ага, вот и Макаров или кто-то там с торпедками в сторону Репалса идет. Так, давайте пока, наверное, есть у меня возможность, дадим еще чуть-чуть быстрых залпов в сторону Боляриса. Пока он вроде движется назад. Кто-то уже заходит на точку. На Б Репалса чпокнули. Нашего дает залп Болярис, но, к сожалению, я его не вижу. Ладно, движемся пока вперед. Пока что мы выигрываем по точкам, но, увы, это нам больше пока ничего и не дает. Вот такие вот пироги. Боляриса мы не видим. Ну и здесь пока тоже мы никого не наблюдаем. Ага, вот и Макаров. Да, блин, жалко, я разрядил все-таки быструю перезарядку. Торпеды слева по борту пока не очень интересно. Думаю, что ему как бы с одной стороны-то хватит возможности меня
пробить. А вот хватит ли мне возможности его пробить? Это вопрос. Мне нужен второй красивый, прям хороший залп. А не сквозняк. А ну-ка, получится. Есть. Отличный ход. Крейсер противника уничтожен. Ну что ж. Подлодка, похоже, где-то здесь. Угу. Ну вот она у нас. Прямо, сказать, спереди. Да. Ну и там же где-то находится неподалеку гражданин Болярис. Вот такие вот пироги и фусо. Так, есть у меня попадание по лодке. Но вперед мне дальше идти нельзя, потому что там очень неприятный месье Фусо где-то находится. Давайте попробуем еще раз дать. Не знаю, что с Конгой, кстати, там будет. Получится ли что-то сделать. Торпедой прямо по курсу. Вот она где. Ладно, короче, схема такая. Либо он сейчас заберет Фусо, либо одно из двух. Поэтому сейчас выходим. И помогаем. Помогаем здесь Фусо. Конг, точнее, разобраться с Фусо. Надеемся на то, что мне удастся это сделать. Стреляем. У меня другого варианта особо нет. Просто отвлечь вражеский корабль в надежде на то, что он сделает хотя бы несколько выстрелов в мою сторону. И тем временем... Да. И тем временем мы сможем его спасти нашего линкора. Отлично. Удается мне моя маленькая хитрость. Отвлекся Фусо. Ну и наша задача теперь доесть линкор противника и потом справиться с испанцем. Испанец, конечно, обладает тоже серией залпов и всякими такими неприятными штуками. Пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Так, ладно. Что там по Болярису? По Болярису, с одной стороны, все хорошо, с другой стороны, нет. Потому что... Что потому что? Потому что... А чем он стреляет? А он стреляет фугасами. Это хорошо. Это мне нравится. Тогда мы будем пытаться от него уехать. Я так думаю. Это будет мне перспективнее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ББшечки. Нет, 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 нет. Сквозняк. Сквозняк выходит у Боляриса. И здесь, к сожалению, конечно, Боляриса проблема. Потому что в такой позиции ББшками он уже мой французский зад-то и не пробьет. Да. Ну что ж, друзья, сработала идея-то наша, во-первых, с точками. А во-вторых, вроде как бы спасение линкора и кавалерийский наскок на подлодку дает нам возможность получить Кракен и шикарнейший бой на дюплексе показать вам, друзья. В целом, ничего такого особенного этот корабль не сделал того, чего бы сделал другой корабль, но, тем не менее, получилось потно, красиво и, на мой взгляд, очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Фу, с вами Турямыч, до новых встреч, пока-пока.